Подводный мир всегда манил своими загадками, но самым интригующим и неизведанным местом остается Марианская впадина. Современные исследователи, вооруженные новейшими технологиями, погрузились на ее дно в поисках ответов на вопросы, которые человечество задает себе веками. На глубине более чем 6 миль под уровнем моря, в темноте и под огромным давлением, они сделали открытие, которое шокировало весь мир. Среди жутких теней и непроницаемой тьмы они обнаружили останки древнего города, который, казалось, застыв во времени, предстал перед их глазами. Ученые, привыкшие к интригующим находкам, не могли поверить своим глазам. Улицы и сооружения, сохранившиеся вопреки всем законам физики и здравого смысла, свидетельствовали о прошлом, полном загадок. Эти невероятные находки подняли множество вопросов. Как могла существовать цивилизация в таких экстремальных условиях? Исследователи устроили настоящий научный штурм, чтобы разобраться в тайнах древних строителей. И хотя современные технологии позволяют заглянуть на самое дно океана, они не дают ответов на все вопросы. Впадина на протяжении веков была скрыта от человеческого взгляда, и теперь, когда ее тайны начинают раскрываться, ученые стараются не упустить ни одной детали. Каждый дюйм осматривается и фиксируется, каждое предположение проверяется с особой тщательностью. Где-то в глубине живет история, которую были скрыта веками, и расшифровка ее секретов может изменить наше понимание не только о прошлом Земли, но и о возможности жизни в самых неожиданных уголках планеты. Однако разгадать все тайны еще далеко не просто, и каждый новый шаг может привести к еще большему количеству вопросов. Древний город на дне Марианской впадины – миф или реальность? Погружаясь в темноту и давление на дне Марианской впадины, ученые обнаружили то, что можно было бы принять за мираж. Останки древнего города с его улицами и структурами казались воплощением мифа. Однако перед исследователями возникли неоспоримые факты, каменные строения, которые сохранили свою форму, несмотря на миллионы лет под водой. Эти мегалиты, мастерски сложенные друг с другом, свидетельствовали о продуманной архитектуре, которую не смогли разрушить ни время, ни стихия. Аккуратно выложенные каменные блоки, украшенные непонятными символами, намекали на то, что здесь когда-то кипела жизнь, культура, о существовании которой никто и не подозревал. При помощи точных приборов и роботов с камерой исследователи смогли зафиксировать четкие изображения того, что предстало их взору, и начало складываться представление о планировке древнего города. Необычные структуры и остовы зданий вызывали недоумение, заставляя задуматься о том, какие технологии или знания могли обладать его создатели. Но среди всех открытий изумительно сохранившиеся статуи из неизвестного материала стали очередной загадкой для ученых. Они изображали странных существ, чьи облики были незнакомы современным антропологам. Каждая находка на дне Марианской впадины лишь усиливала ощущение, что этот древний город был чем-то намного большим, чем простым поселением. Ученые в поисках следов жизни обнаружили странные артефакты явно бытового назначения, которые еще предстояло объяснить. Все это поднимало важный вопрос. Кто же они, эти загадочные строители, и как город мог сохраняться под водой так долго? Это открытие заставляло задуматься о том, не сталкивались ли мы прежде с свидетельствами существования давно утраченной цивилизации. Но ответы пока еще скрывались в тени, и исследователи знали, что им предстоит долгий путь в разгадке этих тайн, оставшихся на дне океана. Строители подводной цивилизации. Кто они были? Раскрывая историю строителей этой подводной цивилизации, ученые столкнулись с поразительными свидетельствами высокоразвитой культуры, о которой ранее никто не знал. Уникальные артефакты, найденные среди руин, раскрывали использование материалов и инструментов, которые не соответствовали ни одной известной технологии древности. Эти находки стали настоящей сенсацией, ведь они могли указывать на просуществовавшую подводную жизнь, о которой мы лишь мечтаем. Среди каменных строений были обнаружены остатки продуманных систем водоснабжения и, возможно, методов получения энергии, что свидетельствовало о понимании сложных инженерных решений. Некоторые из найденных инструментов, изготовленные из неизвестных сплавов, поражали своей сложностью и точностью, и их предназначение оставалось загадкой. Ученые, пытаясь понять их функции, лишь укреплялись в мысли о том, что строители обладали невероятными знаниями, позволяющими им существовать под давлением океана. Большой интерес вызвали и найденные изображения, вырезанные на стенах сооружений. Они запечатлели сцены из жизни обитателей города, демонстрируя сцены из неизвестной культуры, включая обряды и повседневные занятия. Среди них были и сии изображения загадочных существ, обладающих чертами, не встречающимися у современных представителей фауны. Эти изображения породили множество теорий о возможных контактах с пришельцами или эволюции человека в условиях подводного мира.
Несмотря на многочисленные открытия, многие аспекты жизни и происхождения этих древних строителей остаются загадкой. Удивительная сохранность сооружений и артефактов бросает вызов традиционным представлениям о возможностях древних народов. Это загадочное наследие требует глубокого изучения и, возможно, поможет пролить свет на то, что происходило в морских глубинах тысячи лет назад. Однако, многое еще предстоит узнать, и исследования на дне Марианской впадины продолжаются, привлекая исследователей изо всех уголков мира в надежде разгадать тайны, хранящиеся во мраке океанских глубин. Жизнь в экстремальных условиях. Как выживали жители древнего города. Переходя к жизни под толщей океана, начинаешь осознавать, насколько экстраординарными были условия существования жителей древнего города. На дне Марианской впадины царит давление, которое превышает 1000 атмосфер, а температура едва выше замерзания. В таких экстремальных условиях организовать нормальную жизнь казалось невозможным. Однако, находки ученых рассказывают другую историю. Обнаруженные остатки жилищных построек свидетельствуют о том, что обитатели города были мастерами адаптации. Стены зданий, укрепленные неизвестной смесью, выдержали непостижимо высокое давление, что указывает на их понимание материала и его прочности. Внутри помещений археологи нашли следы систем отопления, которые могли работать на основе геотермальной энергии. Уникальные находки, такие как фильтры и системы подачи кислорода, говорят о том, что они знали, как извлекать воздух из воды. Также были обнаружены остатки генетически измененных растений, выращенных в специальных гидропонных комплексах, что свидетельствует о сложных методах обеспечения пищей. Многочисленные инструменты, которыми пользовались жители, находились в идеальном состоянии, как будто их только что положили на полку. Это доказывало, что они понимали, как бороться с коррозией и другими разрушительными факторами среды. Эти открытия лишний раз указывают на то, что, несмотря на труднейшие условия, обитатели города смогли создать самодостаточную экосистему. Но что же случилось дальше? Было ли это устойчивым существованием или непреодолимые силы нарушили этот удивительный баланс? Загадка исчезновения. Что стало с жителями подводного поселения? Исследования продолжаются, и вот настало время разгадать одну из самых интригующих тайн исчезновения жителей этого удивительного подводного города. Первые находки наталкивают на мысль о возможности внезапного катаклизма. Обнаруженные разломы в стенах некоторых строений и рассыпанные повсюду остатки бытовых предметов свидетельствуют о возможном землетрясении или подводном оползне, который мог разрушить городской уклад. Однако есть и другая гипотеза – постепенное изменение условий среды, которое заставило жителей покинуть свои дома. Интересно, что в некоторых частях города исследователи нашли следы, напоминающие о подготовке к экстренной эвакуации, аккуратно сложенные вещи, инструменты и даже запасы еды, указывающие на то, что они были собраны в спешке. На стенах видны изображения, которые могут быть символами предупреждения о приближающейся опасности. Все это наталкивает на мысль о том, что исчезновение не было случайным, а было вызвано осознанием угрозы, которая нависла над городом. Есть и более загадочные находки. В глубине одной из пещер у подножия города обнаружены странные надписи и символы, которые, возможно, указывают на попытку жителей сохранить важные знания или предостережения для будущих поколений. Эти символы расшифровать пока не удалось, но они добавляют еще один штрих в картину исчезновения этой загадочной цивилизации. Невероятное переплетение фактов и гипотез только усиливает интригу. Кто-то верит, что жители могли попытаться мигрировать на более безопасные глубины или же искать убежище на поверхности. Но пока все это остается лишь предположениями. Загадка исчезновения жителей древнего города из-под мрачных вод Марианской впадины продолжает будоражить умы исследователей, бросая вызов нашему пониманию истории и возможностей древних цивилизаций. Технологии прошлого. Секреты, утерянные во времени технологии, которые использовали строители древнего подводного города, поражают своим уровнем. Ученые обнаружили остатки сложных механизмов и устройств, которые поразительным образом сохранились под толстым слоем воды. Эти артефакты явно указывают на высокоразвитую цивилизацию, которую мы едва начали понимать. Среди находок загадочные кристаллы, вероятно, использовавшиеся для хранения энергии. Их структура уникальна и несопоставима с чем-либо известным науке. Также были найдены фрагменты приборов, которые могли выполнять функцию управления подводными транспортами или механизмами. Эти устройства, возможно, использовали энергию океанских течений или тепловой градиент для своих нужд. На стенах некоторых строений сохранились рисунки, изображающие сложные механизмы и схемы, которые могли быть чертежами или технологическими картами. Эти рисунки указывают на понимание принципов, которые до сих пор остаются загадкой для нас. Вдобавок к этому обнаружены и остатки систем связи, возможно, аналогов современных радиопередатчиков. Эти устройства могли использовать естественные электромагнитные поля океана для передачи сигналов на большие расстояния. Интересно, что материалы, из которых они изготовлены, напоминают современные сплавы с уникальными
уникальными антикоррозийными свойствами, что объясняет их удивительную сохранность. Отдельно стоит отметить следы использованных материалов и аллергических реакций на них среди других жителей, что свидетельствует о высокоразвитой медицине и генной инженерии. Все это в совокупности указывает на цивилизацию, которая обладала не только технологическими знаниями, но и глубоким пониманием окружающей среды. Даже несмотря на утрату времени, эти находки открывают двери в мир, который, казалось бы, исчез навсегда. Исследователи продолжают разгадку этой головоломки, надеясь, что разгадка прошлых технологий поможет пролить свет на забытые страницы истории и, возможно, вдохновит современные научные открытия. Но впереди еще много тайн, и каждое новое открытие открывает новые вопросы, которые ждут своего ответа из глубин океана. Свет и тень на дне океана. Природа или искусство. Когда свет роботов подводной экспедиции в очередной раз озарил дно Марианской впадины, исследователи не могли поверить своим глазам. На мрачном фоне темного океана возникли контуры необычных образований, которые словно играли с восприятием, создавая удивительные иллюзии. Каменные постройки, сменяясь причудливыми формами, то появлялись, то исчезали из поля зрения, формируя загадочные образы и узоры. Эти потрясающие световые эффекты напоминали работы талантливого скульптора, используя свет как инструмент для создания искусства. Особенное любопытство вызвали странные образования из минералов, преломляющие свет в непредсказуемых направлениях, создавая на дне целую палитру цветов и оттенков. Каждое движение камеры робота раскрывало новые аспекты этого уникального зрелища, заставляя ученых теряться в догадках о его происхождении. Одним из наиболее поразительных открытий стали подводные аллеи. Ряды каменных блоков, которые, когда на них падал свет, излучали яркие вспышки, словно приветствуя посетителей из другой эпохи. Ученые всерьез задавались вопросом, было ли это результатом случайной игры природы, или же здесь скрыта рука древнего мастера, который умело использовал минералы и свет, чтобы создавать подобные эффекты. Эти впечатляющие находки не просто удивляли, но и давали новый контекст для обсуждения. Исследователи начали рассматривать возможность, что подобные оптические феномены могли использоваться в религиозных или культурных церемониях, служа важной частью жизни древних обитателей. Это открытие добавляло еще один слой к сложной загадке подводного города, заставляя ученых ломать голову над вопросом, была ли это игра природы или следы давно утраченной культуры, использующей свет как искусство. Ответ на этот вопрос мог бы стать ключом к разгадке многих тайн прошлого. Наследие глубин. Что оставили после себя древние обитатели океана? Подводный город на дне Марианской впадины хранит свои секреты, и наследие его обитателей продолжает поражать своей загадочностью и сложностью. Среди находок ученых особенно выделяются уникальные артефакты, которые до сих пор заставляют исследователей ломать голову над их предназначением. Одной из них стали загадочные конструкции, обнаруженные в самом центре города. Эти массивные каменные колонны, покрытые непонятными знаками и символами, напоминают что-то вроде древних центров собраний или храмов. Ученые предполагают, что они могли использоваться для проведения ритуалов или собраний жителей города, но их истинная природа остается неизвестной. В одном из участков подводного города ученые обнаружили нечто особенное. Странные сосуды, которые, вероятно, использовались для хранения ресурсов. Обнаруженные в них остатки указывают на использование редких минералов и элементов, что может свидетельствовать о высокоразвитых знаниях в области химии и биологии. Не менее интересен найденный подводный архив. Коллекции предметов и записей, которые, возможно, служили для передачи знаний или истории среди обитателей. Эти документы, хотя и пострадали от времени, все же сохранили часть текста, который ученые пытаются расшифровать. Также среди найденных артефактов были обнаружены небольшие статуи, изображающие неизвестные существа, явно отличающиеся от всего, что известно науке. Эти фигурки, возможно, символизировали верования или мифы древнего народа, или же изображали реальных существ, обитавших в океанах. Наследие глубин не ограничивается только материальными находками. Сохранившиеся под водой музыкальные инструменты и акустические устройства свидетельствуют о том, что у жителей была своя музыкальная культура, которую они могли делиться и развивать даже в условиях экстремального давления. Это открытие подчеркивает, что древние обитатели впадины были способны создавать и хранить культурное наследие с акцентом на искусство и науку. Все эти открытия показывают, что обитатели подводного города оставили после себя сложное и многослойное наследие, которое продолжает удивлять и вдохновлять исследователей. Они открывают перед нами завесу на мир, который исчез в глубинах океана, но оставил после себя следы, способные изменить наши представления о прошлом и будущем.